Всем привет! В этом небольшом видео я хочу поделиться с вами своими впечатлениями от поездки в Ханчжоу, один из древнейших и красивейших городов Китая. Я думаю, что каждый изучающий китайский язык хоть раз сталкивался с фразой «Шан йо тян тхан, ся йо су хан». На небесах есть рай, а на земле– Суджоу и Ханчжоу. Посетив оба этих города, я абсолютно уверенно могу сказать, что с этой фразой согласна, и надеюсь, что это видео также вдохновит вас на поездку в Ханчжоу. Свое путешествие я совершила в октябре, и я максимально рекомендую поездку на юг Китая именно в начале осени, поскольку погода уже не такая жаркая, тем не менее очень тепло, солнечно, что отлично подходит для длинных пеших прогулок. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай и приятного вам просмотра. Я прибыла в Ханчжоу в пятницу около 6 вечера и сразу же отправилась в отель. Не повторяйте мою ошибку и проверяйте место отеля на картах, потому что мой был далеко как от вокзала, так и от центра города, что очень неудобно. Хотя про отель ничего плохого сказать не могу. Итак, что я могу сказать про поездку в Ханчжоу, хотя бы в транспортном плане, в плане того, как добираться до этого города? Я думала, если честно, что это маленький город, просто такой небольшой красивый городишко. Я вообще ошибалась полностью, я это поняла, когда я вышла из поезда на вокзал. И потом, как я пошла в метро, и я узнала, что мне надо на 19-ю линию. То есть, как минимум, здесь есть 19 линий метро. Город не маленький. Я думала, что сегодня я еще куда-то вечером схожу, развлекусь. Я никуда сегодня не пойду. Я очень устала. И в целом есть такое состояние просто насладиться тем, что я в аккуратном чистом номере, отдохнуть. Получается, мое собственное путешествие начнется завтра. Завтрашний день я планирую посвятить озеру Сиху. И, собственно, больше, я думаю, я ничего не успею, потому что это очень большое озеро. Я уже составила маршрут, так что с нетерпением жду завтрашнего дня. Свой маршрут вокруг озера Сиху я начала в Ивовом парке, в котором можно сделать фотографию на фоне сказочного мостика. Затем я направилась к набережной Тяньван и села на лодку, на которой доехала до острова Три пруда, отражающие луну. На озере вы можете увидеть пейзаж, знакомый вам с банкноты в 1 юань, 3 каменные пагоды, и сделать символичную фотографию. После прогулки по острову я вновь села на лодку и отправилась к парку созерцания рыб в цветущей гавани, где, как ясно из названия, можно покормить и полюбоваться карпами. Затем я пешком дошла до пагоды Лэйфэнь. В пагоде находится музей. На первых этажах можно посмотреть на развалины, сохранившиеся от оригинальной пагоды, построенной еще в X веке, а затем, поднявшись на лифте, полюбоваться отреставрированным убранством и великолепной панорамой, открывающейся с высоты. Далее мне предстоял самый длительный переход, затрагивающий дамбу, плес, еще одну небольшую пагоду. Признаюсь честно, под конец я немного устала и села на мини-автобус, который довез меня до финальной точки сломанного моста. Таким образом, за 5 часов я обошла озеро Сиху и посетила 10 его классических видов. Данный маршрут я нашла в китайской соцсети Сяохуншу. Итак, прошел мой первый день в Ханчжоу. Что я могу сказать? Я просто в полном восторге. Я знала, что это считается одним из самых красивых городов Китая, но я всегда думала, что китайцы немного преувеличивают. На самом деле нет. Это действительно невероятно красивое место, настолько прекрасный природный ландшафт, наличие рек,
прекрасное, невероятно большое озеро Сиху, такое сочетание растений, деревьев. В общем, это выглядит очень красиво. И на самом деле я бы хотела в будущем, если получится, посетить Ханчжоу и в другое время года, например, весной или осенью. В общем, я максимально довольна. На завтра я планирую посетить ботанический сад, тоже в большом предвкушении. Когда я приехала в Ханчжоу в конце октября, в Китае начался сезон цветения хризантем, которыми я смогла насладиться сразу при входе в ботанический сад. Свой путь я начала с северного входа и оттуда сразу прошла в парк Горы Вод. Затем я пересекла сад 100 трав и прошла к нефритовому источнику плескающихся рыб, где случайно попала на съемки китайской дорамы. Оттуда я пошла к самому фотогеничному месту ботанического сада. Это статуя Будды рядом с художественной галереей Хань Мэйлиня. Однако имейте в виду, что очередь для фотографий составит 15-20 минут. Сама галерея также очень красивая. Внутри вы можете посмотреть на скульптуры, произведения каллиграфии и живописи художника. Завершив осмотр ботанического сада у южных ворот, я поняла, что у меня остается 3 часа свободного времени, и осталось там продолжать осматривать прочие парки Ханчжоу. Это было отличным решением, потому что сюда доходит мало туристов, тем не менее место очень красивое, а главное тихое и уединенное. В последний час оставшегося времени я также зашла в непопулярный, но тем не менее очень красивый буддийский монастырь Фадзин. А по завершении моего путешествия я прошла мимо чайных плантаций. Спасибо вам большое за внимание. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Мне надолго запомнится моя поездка в Ханчжоу, и я обязательно еще раз туда вернусь. А на этом все. Пока-пока. Wow.